1918 год. После 3,5 лет войны союзники переживают кризис. Россию потрясла революция. Новое большевистское правительство подписало перемирие с центральными державами. Тысячи немецких солдат высвобождены, чтобы сражаться на Западном фронте, где бойня позиционной войны уже унесла более миллиона жизней. Но Германия тоже в отчаянии. Длительная морская блокада Британии привела к дефициту и социальным волнениям внутри страны, в то время как вступление Америки в войну привнесло свежие силы и огромные ресурсы союзникам. Германии грозит неизбежное поражение, если только она не сможет одержать быструю победу на Западном фронте. Всем привет! Это канал «Эпичная история». Как вы знаете, YouTube отключил монетизацию в России. Это означает, что наши доходы сильно сократились. До этого мы полагались только на доходы с монетизацией. Однако производство видео – дорогостоящий процесс. Сейчас вы можете поддержать нас несколькими способами. Оформить подписку на Boosty, сделать донат через сбор Тинькофф или Donation Alerts, или отправить деньги через криптовалюту. Возможно, сам YouTube будет заблокирован в России, поэтому настоятельно просим перейти по ссылкам в описании или в закрепленном комментарии и подписаться на наш Telegram и ВКонтакте, чтобы быть в курсе событий. У нас еще есть проекты, которые хочется реализовать. Спасибо за то, что вы с нами. Президент США Вильсон объявляет о своих 14 пунктах. В них изложено его видение послевоенного мира, включая прекращение тайных договоров, сокращение численности вооруженных сил, самоопределение народа Австро-Венгрии и образование международной организации для разрешения будущих споров. Но большинство европейских лидеров отвергают его идеи. На повестке для них только война. В Брест-Литовске большевистская Россия подписывает мирный договор с центральными державами. Россия отдает огромные территории в обмен на мир. 500 000 немецких войск теперь могут быть переброшены с востока на Западный фронт, где немецкий генерал Эрих Людендорф планирует масштабное, последнее отчаянное наступление, чтобы выиграть войну. Весеннее наступление Людендорфа застает союзников врасплох. Немецкие штурмтруперы, используя новую тактику проникновения, помогают одолеть британскую 5-ю армию, которая вскоре полностью отступает. Наступление германских войск грозит разъединением британской и французской армий с катастрофическими последствиями. Поэтому французский генерал Фердинанд Фош назначается верховным главнокомандующим союзными войсками для координации стратегии. За пределами Амьена британские и австралийские войска в импровизированной обороне наконец останавливают немецкое продвижение. Германское наступление переключается на север, нацеливаясь на порты Ла-Манша. Но британцы наносят немцам тяжелые потери и предотвращают прорыв. Над окопами продолжает разгораться Первая воздушная война. В настоящее время на Западном фронте каждая сторона имеет на вооружении более 3000 самолетов. Но к 1918 году союзники завоевывают превосходство в воздухе благодаря большим ресурсам. 21 апреля самый знаменитый немецкий летчик Манфред фон Рифтгофен, Красный барон, был сбит и погиб под Амьеном. Одержав 80 побед, он стал самым результативным асом войны и был похоронен союзниками с полными воинскими почестями. Недавно созданные независимые военно-воздушные силы Великобритании совершают дневной налет на Кёльн. Это знаменует начало стратегической бомбардировочной кампании Великобритании.
На земле наступление Людендорфа переключается на юг, нацеливаясь на французов. Немецкие войска продвинулись на 50 километров, но были остановлены у реки Марна как раз в тот момент, когда на линию прибыли свежие американские дивизии. Американская первая дивизия первой вступила в бой в битве при Кантиньи. 3 дня спустя американская вторая дивизия одерживает победу в битве при Беллавуд. К настоящему времени во Франции находится около 1 миллиона американских солдат, и каждый день прибывает около 10 тысяч. 4-я фаза немецкого наступления приводит к продвижению на 15 километров, но в конце концов останавливается французской контратакой. В Италии Австро-Венгрия начинает наступление на Осияго и реку Пьяве, чтобы поддержать наступление Людендорфа во Франции. Но оно отбито с большими потерями. Моральный дух австро-венгерской армии падает. Британские и французские войска высаживаются в Мурманске на севере России. Это начало вмешательства союзников в гражданскую войну в России на стороне белых или антибольшевистских сил. На Западном фронте последняя атака немцев терпит поражение во второй битве на Марне. Наступление Людендорфа стоило немцам более 600 тысяч потерь, и им не удалось добиться решающего прорыва. Последняя авантюра Германии провалилась. Теперь союзники переходят в наступление. В битве при Амьене британские, австралийские, канадские и французские войска при поддержке танков и авиации за один день продвигаются на 11 километров. Генерал Людендорф позже назвал 8 августа «черным днем немецкой армии». Германские войска истощены, голодны и деморализованы, и начинают тысячами сдаваться в плен. Битва при Амьене положила начало 100-дневному наступлению союзников. Позиционная война окончена. Немцы отступают. На Балканах новое наступление союзников при Доброполе прорывает болгарские позиции. Перенапряженная болгарская армия терпит крах, и 2 недели спустя Болгария подписывает перемирие. На Ближнем Востоке войска под британским командованием побеждают турок в битве при Мегидо, взяв 25 тысяч пленных. Вскоре союзные войска захватывают Дамаск и Алеппо. На Западном фронте маршал Фош отдает приказ о генеральном наступлении. Британская, французская и американская армии достигают линии Гинденбурга, сильнейшей системы оборонительных сооружений, и прорывают ее. Людендорф сообщает кайзеру, что военная ситуация безнадежна и что страна должна искать перемирие. Германия направляет запрос президенту США Вудро Вильсону, который в ответ требует вывода немецких войск со всех оккупированных территорий и отречения кайзера от престола. На итальянском фронте союзники наносят последний удар по Австро-Венгрии в битве при Витторио-Венетто. Австро-венгерская армия терпит крах. 300 тысяч человек попадают в плен. После столь серьезных поражений центральных держав Османская империя подписывает перемирие с союзниками в Мудросе. 4 дня спустя Австро-Венгрия подписывает перемирие с союзниками на вилле Джусти. В Киле немецкий флот открытого моря получает приказ совершить самоубийственную атаку на британский флот.
Но вместо этого он поднимает мятеж. Революция охватывает всю Германию. Кайзер отрекается от престола и провозглашается Веймарская республика. 11 ноября 1918 года немецкая делегация подписывает перемирие с союзниками в железнодорожном вагоне маршала Фоша в Кампьене. Он вступает в силу в 11 утра, но бои продолжаются до последней минуты. Американский рядовой Генри Гюнтер убит выстрелом из немецкого пулемета в 10:59. Считается, что это последний солдат, погибший во время Первой мировой войны. 3 дня спустя в Восточной Африке немецкий генерал фон Леттов-Форбек капитулирует вместе со своей армией на реке Замбези. В течение 4 лет он сковал огромное количество войск союзников, оставаясь непобежденным, будучи отрезанным от дома. Он до сих пор считается одним из величайших партизанских лидеров в истории. Парижская мирная конференция открывается в Версальском дворце недалеко от столицы Франции. Делегаты принимают предложение о создании Лиги наций для разрешения будущих международных споров. Версальский договор, подписанный в июне, налагает на Германию жесткие условия. Численность ее вооруженных сил ограничивается. Она должна выплатить союзникам репарации за войну и теряет территории в пользу своих соседей, а ее колонии захватываются победителями. Германия также должна принять на себя ответственность за войну в соответствии с пунктом о военной вине, источник будущего недовольства немцев. Границы Европы перекраиваются. Польша возрождается после 100 лет иностранного правления. Австрия, Венгрия, Чехословакия, Югославия и Румыния восстают из пепла после падения Австро-Венгрии. Османская империя распадается. На Ближнем Востоке создаются новые государства, в большинстве своем под европейским контролем. Здесь, как и в Европе, посеяны семена для будущих конфликтов. В то время как на Дальнем Востоке бывшие немецкие владения в Китае передаются Японии к возмущению Китая. Первая мировая война унесла жизни 9,5 миллионов солдат, каждого 8-го из тех, кто воевал. Еще 21 миллион были ранены, 7 миллионов мирных жителей погибли. Огромные территории Европы были опустошены. Исчезли старые империи, родились новые государства, изменилась жизнь во всем мире. Мир уже никогда не будет прежним. Спасибо за просмотр. У нас есть телеграм-канал и группа ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь, там мы будем выкладывать интересные материалы по истории, а также сообщать о выходе новых роликов. А если вам понравилось это видео, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и обязательно поделитесь им со своими друзьями. Отдельная благодарность Ният М.